Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала Империя. Мы рассказываем вам историю османов, люди, которые жили в Османской империи, султаны, которые ею правили, их жены, любимые наложницы, дети и еще великое множество тем затрагивают наши видео. Спасибо, что смотрите, ставите лайк и комментируете. И, конечно же, большое спасибо за подписку, которую вы оформили на наш канал или оформите прямо сейчас. Это важно для развития канала и делает возможным его дальнейшее существование. Друзья, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Там вас ждут свежие и горячие истории из жизни османов, которые публикуются чаще, чем выходят видео. Сегодня у нас интересная тема про султанш. Вы удивитесь, узнав, что турки считают самой красивой султаншей за всю историю существования Османской империи Нурбану Султан, а далее по красоте идет София Султан. И это не все констатации. Еще мне показалась интересной тема о том, была ли столь же сильно любима, как Хюррем, еще хотя бы одна османская императрица. А еще, возможно, вас удивит. Ну ладно, пока это будет секрет, давайте обо всем по порядку. Какой же была Нурбану Султан? Что ее ставят на первое место турки? Потому как, честно говоря, Мерве Болагур, которая сыграла Нурбану в самом сериале, мне лично не показалась самой красивой девушкой. Но тут, как говорится, на вкус и цвет, друзья мои. Ох, чувствую, накинутся на меня сейчас хейтеры. А вам, кстати, как Мерве в сериале понравилось? Пишите в комментариях. Знаете ли вы, в каком статусе умерла самая красивая мать султана Мурада Нурбану? Зачитываю ее полное имя с титулом Афифе Нурбану Валиде Султан. О как! В турецких источниках указывается, что она прожила не очень длинную жизнь, но зато крайне насыщенную разными событиями. А что, кстати, у нее с датами рождения? Здесь есть загадка, разумеется, что-то там в гаремных книгах было напутано, потому год ее рождения указан как 1525-1530, то есть разбег аж целых 5 лет. Но зато точно известна дата смерти Нурбану – 7 декабря 1583 года. Ну вот, друзья, 20 дней назад была прямо-таки годовщина, целых 440 лет со дня смерти. Покойся с миром, Нурбану Султан. А умерла Нурбану не кем-нибудь, а будучи Валиде Султан, султана Мурада, внука Сулеймана и Хюррем, который шел пешком от Топкапы до места погребения своей матери и горько плакал. Как мы знаем, Нурбану приписывают разное происхождение. В 1900 году известный итальянский художник Эмилио Спани утверждал, что Нурбану принадлежала к знатному венецианскому роду и была похищена Барбароссой. Но не им лично, разумеется, а его воинами. Позднее историк Бенджамин Арбель утверждал, что Нурбану была гречанкой, и имя ее было Кале Картану. Но что интересно, турецкий историк Ахмед Рафик утверждает, что Нурбану вообще была еврейкой. Вот и разберись, друзья. Но одно мы знаем точно. Сама Нурбану говорила, что она была из знатного венецианского рода, но никогда не называла родовую фамилию. Ну и ладно, оставим темное прошлое Нурбану, связанное с ее рождением. Хотя есть знающие люди, которые утверждали, что Нурбану называла себя венецианкой и помогала Венеции, будучи Валиде Султан, не просто так. Якобы ей это было просто почему-то очень удобно. Ой, ребята, запутали они меня совсем. Хотя, по-моему, национальность – это важно.
так как, например, если говорить о красоте, то мне кажется, что из всех предложенных наций Нурбану она была так красива, так как была гречанкой. Но это опять же мое личное мнение. Кстати, исходя из этого сравнения, вы тоже можете предположить, кем же на самом деле по национальности была Нурбану. Напишите свое мнение в комментариях. Итак, исходя из исторических описаний, Нурбану была очень худой, с идеально белой кожей, носила длинные и густые жгуче-черные волосы и с большими зелеными глазами. Ну что так могло понравиться туркам в Нурбану? Мне известно, что очень худых в гарем не брали. Может, ее невероятно большие зеленые глаза проложили ей путь в сердце Селима и помогли построить коварные планы Хюррем Султан. Возможно, все, ребят. А как же тогда выглядела София, которая, как утверждается во многих источниках, была землячкой Нурбану, венецианкой? По красоте заняла второе место в сердце турок. Согласно венецианским источникам, София была подарена Шахзаде Мураду в 1563 году, когда ей было 13 лет. Вот скажите мне, дорогие мои, ну о какой красоте может идти речь, когда мы говорим о девочке-подростке? Понятно, что не уродина, но она могла быть милой, симпатичной, нежной, но кто знал, что София вырастет красавицей? Разве что это предполагала Мехримах Султан, которая и сделала своему племяннику Мураду такой драгоценный подарок. София Султан, которая стала Валиде Султан после восшествия сына Мехмеда на престол в 1595 году, была одним из самых важных персонажей того периода. Большая преданность Мехмеда своей матери позволила Софие Султан оказывать влияние на султана и его решения. Валиде София Султан вела активную переписку с королевой Англии Елизаветой, обменивалась с ней дорогими подарками и вообще поддерживала всяческие контакты с Венецией. Благодаря своему влиянию на сына она произносила последнее слово при увольнениях и назначениях в имперской администрации. София Султан, Валиде Султан, основавшая различные фонды, построившая мечети и различные благотворительные организации, не стала особым предметом исследования историками. Информации о ней крайне мало, она находилась во дворце около полувека и оказала сильное влияние на тот период. Внешность Софии Султан почти нигде не описана. Я прямо копалась в виртуальных архивах, чтобы хоть что-то найти. Но как можно говорить о втором месте по красоте, если даже описания Софии нету? Ну, турки, мечтатели. Но я была бы не я, если бы не нашла для нас с вами хоть что-то. Итак, София была очень высокой девушкой. Она носила светлые волосы ниже пояса, и у нее была ослепительно белая кожа. Также у девушки были большие глаза, и, что интересно, какая-то просто невероятно красивая походка. Да, друзья, походка – это, конечно, важный элемент красоты. Хотя не знаю, может быть, это и важно. Как думаете вы? Напишите в комментариях. Ну и что мы выяснили, друзья? А то, что ветвь пальмы первенства по красоте турки передали Нурбану Султан, а Софие поставили на второе место. И мы получили такое черное-белое, знаете, некий такой ярко выраженный контраст. Ну что, это в турецком стиле, как мне кажется. Друзья, думаю, на сегодня хватит с нас султанш. Продолжим в следующем видео. Ведь у нас с вами остались еще неизученные вопросы на этом поприще. Согласны, дорогие мои? А в телеграм-канал уже сходили? Нет? Тогда прошу по ссылке в описании. Там-то я и расскажу раньше, чем здесь другие интересные истории. Всем спасибо, что были сегодня с нами. Добра, милости и радости. Мирного неба над головой и сильной веры в светлое будущее. С вами была я, Оливия. Всех обняла. Пока.